Здорово, арбитражники! И в этом видео покажу, сколько у меня получилось заработать за 1 час арбитража. Я заходил сразу в 2 токена Тут и Мубарак. Мубарака? Такое интересное название у токена. И получилось заработать достаточно-таки неплохо. И в этом видео разберу сделку от начала до конца, как я заходил в позицию, как я ее закрывал, и сколько профита в итоге получилось забрать. Также покажу сервис, благодаря которому я нашел эту сделку. Поэтому смотрите видос до конца, он будет очень интересный. Ставьте ему лайк, подписывайтесь, а мы погнали! Ну что, переходим сразу к сделочкам. Сделка у нас по токену Тут, сразу на двух биржах, это на BingX и на Mexi. И по сделке Тут я заходил, ну по токену Тут я заходил сразу с 2 аккаунтов. И также у нас еще сделочка по токену Мурабах. Поэтому погнали разбирать, что я делал, где я заходил и сколько получилось в итоге заработать. Как вы видите, на Mexi у меня открыто 2 шорта по токену Тут и по токену Мубарак. Мубарак. Надеюсь, он правильно читается. Сорян, если неправильно прочитал. Я решаю немножко долить маржи в токен Тут, потому что там цена ликвидации была очень близко. И вот я долил немножко маржи, чтобы отодвинуть цену ликвидации. И будем дальше сейчас смотреть, что у нас здесь происходит. У меня сейчас цена ликвидации 0.06. И можно чуть долить маржи, опять же. Заливаем маржу. И у нас цена ликвидации будет 0.068. Отлично, отлично. Ликвидацию мы отодвинули, поэтому смотрим дальше, что у нас есть интересного. Как видите, на BingX я покупал данный токен по 0.34. Точнее 0.034. А на Mexi, соответственно, я шортил по 0.35 там с чем-то. И в итоге у нас есть спред, который мы забираем. И вот мы видим цену открытия по токену Тут по цене 0.03491. А на втором аккаунте на бирже Mexi я открыл токен Тут по цене 0.03642. Это у нас новенькие токены, потому что токен Тут только залистился на BingX. И мы уже разбирали один такой кейс с листингами, поэтому на листингах очень часто возникают спреды. На BingX объемы гораздо меньше, чем на Mexi, поэтому из-за того, что есть как бы разница в ликвидности, из-за этого возникает и разница в ценах, то есть спред, который мы с вами можем забрать. Вот тут уже видно, что на BingX объем торгов на токене Мурабаках, название, конечно же, составляет 35 тысяч долларов. Вдумайтесь, 35 тысяч долларов для мемкоина это очень маленький объем торгов. А на Mexi в это же время, но это фьючерсы, там был на спот, тут фьючерсы, а на Mexi у нас 2,3 миллиона долларов, то есть у нас огромная разница в объемах, и за счет этого возникают и спреды. Поэтому мы на Mexi шортим, потому что там цена выше, а на BingX мы покупаем на спот, потому что там цена меньше. Ну давайте постепенно закрывать позицию. Я буду закрывать по 9000 токенов. В принципе, у нас как раз таки в стакане есть человек, который у нас сможет забрать наш ордер. Вот у нас уже 5000 токенов купили. И одновременно с этим на Mexi будем закрывать наш шорт. Потому что мы должны закрывать позиции одновременно, чтобы забрать этот спред. Если мы где-то закроем позицию, у нас где-то будет открыто, то мы очень в рискованном положении остаемся. Мы должны всегда быть в дельта-нейтральном положении и закрывать позицию одновременно и открывать тоже желательно одновременно. А если вообще прям идеальные условия, то мы должны одним ордером открыть и одним ордером закрыть. Но, к сожалению, такого не бывает, поэтому приходится вот, допустим, по 14 тысяч токенов, по 9 тысяч токенов, то есть постепенно сливать свою позицию. Поэтому так тоже за этим смотрите за объем торгов, смотрите за стаканом, если в стакане покупатели на вашу позицию, потому что если вы просто нажмете по маркету и продадите всю позицию, вы можете сильно запампить или сильно задампить цену, если не будет покупателей или продавцов. Особенно внимательно смотрите с этим на BingX, потому что на BingX там гораздо меньше объема торгов, и там гораздо сложнее выходить из позиции, да и набирать тоже в принципе. Давайте еще на BingX выставим ордер, продадим где-нибудь 14 тысяч монет, в принципе будет нормально на 553 бакса. Вот, выставили ордер. И надо на Mexi тоже закрыть у нас шорт. У нас, видите, цена очень сильно скачет вверх-вниз, поэтому тяжело закрывать. Лучше всегда закрывать, когда у нас более-менее хотя бы стабильная какая-то ситуация, когда цена резко скачет вверх-вниз. Сложнее закрыть позицию. Вот как раз таки на BingX наш ордер уже выкупили, который мы поставили на продажу, так мы покупали на споте, соответственно, мы теперь продаем. Еще 10 тысяч токенов продаем на BingX и на Mexi. Давайте сейчас закроем шорт, найдем покупателя. В стакане как раз таки появился оп, и сразу 10 тысяч токенов ему сливаем. Отлично. У нас пока что нет, кстати, ордер не исполнился, поэтому нужно подождать, потому что ордер ускочил. И мы сейчас как раз таки стоим первые в стакане, и нас должны купить токены. Либо, если что, можем нажать следование, и у нас откроется сразу по маркету. Вот, отлично. Ордер только что прошел, кто-то купил у нас токены, и это отлично, поэтому мы закрываем остаток позиций на бирже BingX по 2000 токенов, будем постепенно сливать, потому что, опять же, на BingX гораздо меньше объема торгов. И потом нужно это будет все вручную считать, потому что на споте, к сожалению, не показывается средняя цена закрытия. Отлично, по токену Тут мы уже вышли, мы продали полностью спот, продали полностью фьюч, и можем посчитать, сколько профита мы заработали. Теперь нам нужно закрыть токен Мурабак. Опять же, не договорил про спот. На споте, когда вы закрываете позицию, там лимитками, у вас каждый раз будет разная цена закрытия. И потом вам нужно вручную через калькулятор считать свою цену закрытия. На фьючах, если вы закрываете позицию, то у вас, как только вы закроете позицию, у вас будет показана средняя цена закрытия. А на споте, к сожалению, такого нет, поэтому придется вручную считать это все, потом заносить в таблицу. Так, выставил еще один ордер по токену Мурабак. Мурабаках. Я не знаю, как называется. Буду, короче, по-разному называть его. Но надо с 3000 токенов.
И, кстати, до сих пор спред остается между токеном тут на разных биржах, поэтому можно еще раз зайти в позицию. Так, у нас только 2000-2300 токенов купили, еще у нас 20 тысяч лежит. Никто не хочет покупать нашу позицию на BingX, потому что покупателей недостаточно. Такое тоже бывает, ничего, подождем, в принципе, мы как бы находимся в дельтационной позиции и можем себе позволить подождать, потому что спред до сих пор еще у нас остается. Давайте пока внесем данные в таблицу. Как видите, по токену тут первая сделка у нас закрыта. Ее можем уже внести в таблицу, но только посчитать продажи на споте, потому что, к сожалению, опять же, на споте у нас не показывается средняя цена. Считаем среднюю и сколько токенов мы продали, и тоже это все заносим в таблицу. И сейчас посчитаем профит с первой сделки по токену тут на бирже MEX и BingX. Так, ну что, давайте посчитаем, сколько вышло у нас с первой сделки. Токен тут, BingX, MEX. Я ввел уже данные, ввел количество токенов, продажи, комиссии ввел, и мне автоматически посчитало, что мы заработали $21 47 центов. Отлично, в принципе, мы забрали спред 2%, поэтому нормально. Первая сделка у нас закрытая, осталось закрыть вторую сделку по токену тут и третью сделку по токену Мубарак. Также с вами поделюсь одной интересной информацией, которую вы вряд ли найдете где-то в публичном доступе. То, как работает ликвидность на биржах BingX и MEX, и как ловить спреды между этими биржами. На бирже BingX у нас объем $36 тысяч, как я и говорил, что там у нас объем гораздо меньше. На бирже MEX у нас $2,7 миллиона объема торгов. У нас есть отличная разница в ценах. Если токен на бирже BingX начинает расти, то у нас появляется спред. Но если токен на бирже MEX начинает падать, то спред начинает сужаться. Соответственно, если у нас вы видите рост на бирже BingX, вы можете посмотреть между MEX и зайти в позицию. Как только на MEX цена начнет падать, там как раз таки объем торгов больше, за счет этого начнет спред сужаться, и вы можете начать фиксировать вашу позицию. Так, я решаю еще раз зайти в сделку по тут, немножко докупить данный токен. И надо постепенно уже закрывать позицию по токену Мубарак. Я уже чуть подзакрыл позицию по токену Мубарак, потому что, блин, это очень долго, это закрытие, открытие позиции. Эта сделка длилась около часа. Я не думаю, что будет интересно смотреть час, как я закрываю, открываю позицию. Поэтому постепенно мы закрываем наш шорт на бирже MEX и постепенно продаем токены на бирже BingX. Итого я уже все посчитал. Сейчас ввожу данные в таблицу. Как вы видите, вторую сделку по токену тут мы уже закрыли. Закрыли сделку по токену Мубарак. И сейчас все посчитаю, введу все данные и уже видите готовый результат, сколько получилось заработать. Вот эти все три сделки нам принесли 97.79, то есть практически $98 за час. Неплохой такой заработок на арбитраже. Вы сами видите, что все данные я ввел при вас, показывал сделки, как они были открыты, как я открывал, закрывал позицию. Точнее, как я открывал, я не показывал, потому что до записи начал открывать, потом уже начал записывать, и вот сейчас с вами комментирую то, что уже записал. Вот, и в итоге после того, как я ввел все данные, с первой сделки мы забрали $21.47, со второй сделки по токену тут мы забрали $39.15, и по токену Мубараках мы забрали $37.17. Итого вышло $97.79. Отличная такая прибыль за час, вполне нормально на арбитраже криптовалют. Смотрите, показываю, как искать такие сделки. Я пользуюсь сервисом Arbitrage Scanner, в каждом видео вам про этот сервис говорю. Мы заходим в вкладку Arbitrage Products, Arbitrage Perpetuals, выставляем настройки биржи, на которых вы, соответственно, хотите арбитражить, ваш объем, на который вы хотите зайти в сделку. Также можно настроить другие настройки. Я выбираю стратегию Spot плюс фьючерсы, и далее нам показываются токены. По токену XMR, кстати, уже который день я смотрю, по нему постоянно есть спреды. Сейчас есть спред между биржей MEX, то есть мы покупаем на споте на бирже MEX, и на бирже Bybit мы шортим на фьючерсах. Посмотрите, какая разница. Мы можем забрать 5% профита. Отличный профит на депозит, соответственно, если плечо, вы можете использовать плечо пятое, допустим, и профит умножить. Поэтому постоянно сделки появляются, вы должны за этим сами следить, заходить сюда, выставлять определенные настройки. И вот по токену XMR, MEX на MEX. Вот, кстати, отличная сделка прямо внутри одной биржи. Вы покупаете токен на споте и на фьючерсах шортите. Почему вы должны шортить на фьючерсах? Потому что цена больше, и цена на фьючерсах стремится к спотовой цене. А на споте мы покупаем токен, чтобы хеджировать нашу позицию. То есть мы должны находиться в дельта-нейтральной позиции. Если мы на 500 баксов покупаем на споте, то и на 500 баксов должны шортить. Поэтому тоже это важно учитывать и важно вообще понимать, как это все работает. Таким образом, благодаря арбитраж-сканеру вы можете искать такие вот сделки. Они появляются здесь постоянно. Перейдя по ссылочке в описании, можете получить один день абсолютно бесплатно. Нажимайте Get Free Trial Day на главное и пользуйтесь сервисом. Если вам нравится, то можете приобрести подписку. Есть разные подписки, обычная, стартовая, бизнесовая и платину. Соответственно, если вы новичок, вы можете приобрести стартовую и попробовать попользоваться сервисом месяц. Если вам понравится, вы найдете для себя фишки и будете им постоянно пользоваться, зарабатывать, то можете дальше продлевать подписку. Допустим, на бизнес либо платину. Если вы более профессиональный арбитражник, то вам лучше уже использовать сразу платину, потому что она открывает много разных фич, которым вы, вероятнее всего, будете пользоваться. Можете сами почитать, здесь все написано, что вам открывается. И это реально очень удобно. Показывает сделки автоматически, просто вводите параметры, и сделки находятся за вас. Поэтому можете пользоваться арбитраж-сканер. Опять же, ссылочка находится в описании. Ну что, вот такие вот сделки вышли. Такой профит получилось забрать. $98 за час. Я думаю, это отличный профит для любого арбитражника. Я не угадывал, куда пойдет цена, вверх или вниз. Я просто нашел спред, зашел и забрал его. Благодаря сервису арбитраж-сканер вы можете искать такие сделки. Если вы хотите еще больше обзоров сделок, то обязательно пишите в комментариях, ставьте видосик лайк, чтобы он продвигался, и подписывайтесь. Ведь мы рассказываем про арбитраж криптовалюты. Смотрите другие наши видео.
все, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока!